успел уже уснуть. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и этой ее совой. Ну это прошлая ночь была, понятно. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы здесь никого не знаем. Настырные такие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком в лес, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. В шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Тоша, подойди-ка сюда. Попал. Ногам словно гири привязали, я поплелся в коридор. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривлялась и ворчала, хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фото ковра. На фоне ковра. Он держал в руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да, у тебя ведь окна на лес. В окно. Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня, как будто в чем-то подозревал. А у них всегда такой взгляд. Они всегда в чем-то всех подозревают. Его тень падала на меня, и я невольно сутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Карие глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю. Ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я. Хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки. Сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас, совсем одному. Там. Почему-то я представлял лес, качающийся на ветру.
каково его бедным родителям. И что бы делали мои, если бы я пропал? Плакали, бились в истерике или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли? Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. Так, словарь. Так, бабай. В славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. УАЗик — советский и российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, внедорожник, выпускавшийся на Ульяновском автомобильном заводе. «Черный котенок» — серия книг современных российских и переводных детективов для подростков. Не знаю, не слышал никогда про черного котенка, про бабайку и про, естественно, про буханку. УАЗик, буханка, в чем они там приехали. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений — бац! И раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и, должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Дурная идея, честно говоря. Ну, по крайней мере, в этой игре. Может, найду пропавшего мальчика, а там и награду дадут. Вот Оля обрадуется. Посмертно, если только, наверное. И не только Оля, а мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. Ну, судя по тематике, это вот как раз 90-е. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется. Тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелось в навязчивой песне. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Бухгалтер, милый мой бюстгальтер. Бухгалтер. Песня советской женской поп-группы «Комбинация», ставшая широко известной в начале 90-х. Ну, я, в принципе, был прав, что все отсылки идут к 90-м. Так что, ребята, как раз, да, моего поколения, 30-40 лет, это для вас. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей 2 хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну, мне и Оля. Бывало, я отдавал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпела скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять. Лучше портфель собери или соли поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой.
темная душная кладовка. Мама говорит, что внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда, боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманит в кладовку, она считает, что там живет Бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи, открыл дверь, вскочил, включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет, только паутина, папины инструменты и исцарапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слышать, как Оля считает снаружи 3, 4, 5, я иду искать. И бредет, скрипя половицами, робко надеясь, что не придется соваться за мной в тесное логово страшила. Родители запрещают звонить мне по межгороду, а так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, я просто снимаю трубку, слушаю тихо уханье зуммера и далекий треск. Кажется, будто ветер воет в обледенелых проводах. Тут только по звуку, да? Ничего так. Это распятие видел стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Черная, словно впитавшая в себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову на счастье, но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стула. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Мамина юла — семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутила Оля. Всматривалась в танцующее веретено, словно хотела увидеть там что-то. Сказочный сюжет или, может, наше будущее. Теперь и сестренка слишком взрослая для старой писклявой юлы. Пойдем на кухню тогда. В холодильнике. Океан. Парацетамол. Воймикс. Ну да, пельмени, да. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор да слипшиеся пельмени. Как же они осточертели. Ну, классные пельмени были. Да, они были. Открываешь, там такой кусок слипшихся пельменей. Ну, ничего, пельмени нормальные были, в принципе. Все. Здесь уже не смотреть. Капли какие-то. Я тайком заглянул в мамин кроссворд. Она очень сердилась, когда кто-то давал ей подсказки. И мы с папой обожали делать вид, будто знаем правильный ответ. И вот назовем его. Я улыбнулся мимолетному воспоминанию. 9 букв по вертикали. Как Как филистимляне называли филистимляне, это кто такие вообще? Называли божество, которое защищало их от укусов ядовитых змей и носило прозвище пожирателя мух. Хер его знает, вторая буква Е. Радио. МЧС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Да точно не надо соваться на улицу. Приближается циклон, из-за которого ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Будьте осторожны и берегите себя. Вот так вот. Ветхий, покрытый пятнами календарь когда-то был моим любимым развлечением в доме бабули. Помню, как просыпался и первым делом бежал на кухню отрывать листочек с ушедшей датой, словно от меня зависело, настанет новый день или заплутает где-то в таежном лесу. На сутки ближе к долгожданному Новому году, на сутки ближе к бабушкиным похоронам. Блин, вот ассоциации. Ну, у меня ассоциации, да, где-то там с Новым годом или с какой-то датой. Ну, что
Ну, ладно. К этому старому календарю я не прикасался уже много лет. С тех пор, как описания на обратной стороне сменились с забавных пословиц и примет на темные и мрачные, вгоняющие меня в необъяснимое уныние, заговоры на смерть. Заговоры на смерть. Шк. Я с осторожностью взял пыльную страницу календаря и без труда сорвал ее. К сожалению, жуткие описания с детства тут никуда не пропали. Везут бревно на 7 лошадях, если 7 не повезут, 8 подпрягут. Далеко увезут и назад не привезут. Это сбудется, да не минуется. Я скомкал серый лист и швырнул его в мусорное ведро в надежде поскорее избавиться от нахлынувшей меня тревоги. Она расползлась, как чернильное пятно по промокашке. Так, но обманывать нехорошо. Пойдем пока обратно. А что тут? Суп на кухню, во двор. И все. Что тут еще есть? Записка какая-то, да? Так. Боковина старенького холодильника «Океан» была усеяна моими детскими рисунками, мамиными рецептами и разнообразными наклейками от жвачек с динозаврами, которых любила Оля. Да, помню такие. У нас тоже был, только у нас не край холодильника был, а у нас вот как раз дверца. И, в принципе, вся дверца была обклеена почти до самого конца. Там разных было. Столько этих наклеек, мама, не горюй. Так, посреди такого натюрморта красовался тетрадный лист в клеточку с номером телефона нашего участкового. Ага. Старший лейтенант Тихонов, прочитал я про себя, глядя на размашистый почерк милиционера. Лист удерживал лет 2 кусочка сломанного магнита из какой-то старой советской игрушки. И словно специально, чтобы подразнить меня, чуть-чуть прикрывали цифры. Я потянулся разрушить эту тайну, забрать листок в надежный тайник. Там номер будет ждать своего часа, когда я наконец разыщу Вову и первым позвоню в милицию с радостной вестью. Антон! Мама с укором посмотрела на меня. Зачем тебе? Не трогай, потеряешь же. Меньше всего мне хотелось сейчас злить маму, и я покорно отпустил руку. Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и, хмурясь, отправилась в комнату Оли. Оп. Старший лейтенант Тихонов Константин Владимирович. 20337. Все, больше ничего мне не надо, правильно? Топор. Надо было, наверное, топор свой взять. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окна. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. И чуть слышный шепот в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось,
уперлась в тупик, в чистокол из сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричат друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспоминалось с трудом, точно это было в прошлой жизни, что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. А когда целовались при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. А что-то страшное заполнило образовавшуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в пыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме? Людей с ледяными, как у мертвецов, глазами. Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая о надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по снегу леденящую пыль и хвосты пороши. Щурясь от солнца, я смотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Перчатка вон висит. Варежка, точнее. Варежка из прошлой игры. Мы нашли ее. Была бы цветная, я думаю, она была бы синяя. Защищают ли они лес? Или наоборот удерживают нечто внутри? На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я приближался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавших потемок. Может, отнести ее милиционерам? Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напоминал мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улица разбитых фонарей». Такой же полной тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? «Вова!» Послышался далекий крик, кажется, у реки. «Вова!» Словно сами деревья звали кого-то. «Вова!» Подхватили уже ближе. Там за деревьями кто-то стоял. Хоронился. «Вова!» Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в этой фигуре. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. Где фигура-то? Я не вижу ничего. В ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопала крыльями птица. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось. Долго, очень долго стояла тишина. Варежку-то мы заберем, не? Следы. Мускулы мои были напряжены, сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шлепок из чащобы
и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на Варежку. Давай заберем Варежку. Я принял решение снять одинокую Варежку с ветки. Вова! Крик покатился по полю и рассеялся вдали, без эха, без надежды на отклик. Шагнув к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула, Варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее, а на снег тонкой струйкой полилась что-то темное. Над сугробом заклубился пар. Кровяка. Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Треск веток вторгся в наступившую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая осинник, стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли. Там милиционер такой: "Лобысь, стоять! Сейчас схватят, сцапают, тащат в чащу навсегда". Но был другой голос, наверное, голос разума, и он придавал сил, ускоряя бег. "Ты сможешь, не останавливайся". Позади раздался звериный рык, такой громкий, что уши зажало. Уши заложило. Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника, из-за перекрученной ели, из-за бурелома. Быстрее беги, не оглядывайся. Словно в дурном сновидении, снежная поляна стала вязкой, как зыбучие пески. Я топтался на одном месте. Вырывал ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, вообразив, что это не снег. То кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок, скользнувший из ямы, подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда примчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлюпающих крыльями теней, от ползущих под снегом существ. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины. Словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его пустили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвин. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто за мной. Что если они уже во дворе, а мама заперла дверь? Захлебываясь страхом, я дернул ручку, та покорно поддалась. Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь.